Первая неделя мая, и вот уже некоторый даже оптимизм начал чувствоваться в воздухе. Особенно если почитать, посмотреть материалы тех, кто пишет о войне. Но есть ли повод для такого настроя? Сейчас обсудим. Всем привет, с вами Руслан Левиев. Начинаем очередную сводку с войны. Прошла неделя с момента, как начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил Путину, что Курская область полностью освобождена. Казалось бы, это исторически важный момент. Ведь в целом до августа прошлого года мало кто ожидал, что такое в принципе возможно, что кто-то оккупирует часть России. Теперь эту территорию якобы освободили. Я бы ожидал, что сразу пошли каких-нибудь журналистов Первого канала проехаться по местам боевой славы, так сказать, и принципиально доехать до самой границы. Показать на видео, что вот, вся территория теперь вернулась под контроль российских сил. А может, даже и сам министр обороны Белоусов на камеру пройдется по Горналю, заслужит доклад. Но нет. Как было одно видео из поселка Горналь, где какой-то российский военный с развалин машет флагом, так больше ничего нового не появлялось. Собственно, поэтому по карте линии фронта за неделю в Курской области никаких изменений нет. Мы исходим из того, что бои там продолжаются. При этом та самая буферная полоса в Сумской области, которую приказал создать Путин для безопасности приграничных районов Курской области, постепенно прорисовывается. Плюс-минус стабилизировалась одна ровная линия фронта от Веселовки до Басовки в Сумской области. А также пророссийские военкоры сообщают о захвате части села Беловоды. А вот в соседней Белгородской области российским войскам удалось сократить зону боевых действий в Краснояружском районе, вытеснив украинские силы из поселка Демидовка и села Поповка. Но Белгородская область тоже пока недозачищена. Под контролем ВСУ остается небольшая часть приграничной территории, на которой нет населенных пунктов. На Лиманском направлении возобновились атаки на юг от села Терны в сторону села Торское и поселка Заречное. Но что более важно, судя по всему, российским войскам удалось захватить поселок Новое к северо-западу от Тернов. Этот факт важен тем, что поселок находится уже за линией украинских укреплений, проходящих в районе реки Жеребец. И дальше от Нового идет уже дорога до самого города Изюм, вдоль которой фортификационных сооружений замечено не было. Соответственно, российским войскам будет заметно проще продвигаться. Украинский обозреватель Константин Машевец также в своих прошлых публикациях отмечал, что на Лиманском направлении для украинских сил сложилась критическая ситуация, и там срочно нужно принимать меры. Плюс продвижение российских войск вдоль этой дороги резко осложнит снабжение украинских сил на левом, то есть восточном берегу реки Оскол в районе Боровой. А это, в свою очередь, даст российским силам возможность эффективнее наступать на украинские позиции со стороны Кругляковки. На Торецком направлении российские войска продвинулись в сторону поселка Дачное. Еще немного продвинулись в самом городе Торецк, расширив зону своего контроля. Также они продвигаются на север от Сухой Балки. На западном фланге Торецкого направления особенно заметны изменения. Там еще больше продвинулись к трассе, соединяющей Покровск и Константиновку. Пошли вдоль нее. Смогли захватить село Тарасовка, а также войти в следующее село Новооленовка, что подтверждают в том числе и украинские военные. Здесь украинским военным очень важно принять меры стабилизационного характера. По возможности контратаковать в сторону Воздвиженки. Потому что если российская армия дойдет вдоль трассы, например, до перекрестка в районе Степановки и Яблоновки, то дальше весь турецкий карман начнет схлапываться. Потому что, опять-таки, вопрос логистических путей и снабжения. На протяжении всего западного фланга Покровского направления, от Успеновки до Котлеровки, и на Новопавловском направлении, от Котлеровки до Раздольного, российские войска также понемногу продвигались на прошедшей неделе. Захвачены Надежденко, Котлеровка, а также большая часть Успеновки. Отмечены бои в районе Богатыря, села, находящегося у трассы Запорожье-Донецк, которые стремятся перерезать российские войска. На следующей неделе будут праздничные дни, на которые Путин объявил временное перемирие, а именно на 8, 9 и 10 мая. Сначала украинская сторона предложила начать это перемирие с 6 мая и вообще продлить его на 30 дней. Теперь же по лентам новостей идут сообщения, что Зеленский окончательно отверг предложенное Путиным перемирие на празднике. Но я вполне могу представить, что уже в последние часы перед началом перемирия украинская сторона согласится. Так было и с пасхальным перемирием. От него тоже сначала отказывались. Да, конечно, все это объявлено Путиным в одностороннем порядке перемирия не более чем очередная уловка. Я в этом со всеми вами совершенно согласен. Да, главная цель такого объявления – показать потом, что вот, смотрите, мы пытаемся завершить войну, как и Трамп, а это вот Украина такая недоговороспособная. Именно Украина хочет дальше воевать. Плюс таким перемирием он хочет обезопасить парад 9 мая в западной части России. Понятное дело, что параду 9 мая в Москве ничего не угрожает. Но вот в остальных городах
они не так защищены. Хотя, с другой стороны, для Путина это был бы большой подарок, кадры того, как украинские беспилотники пытаются ударить по праздничным парадам. Украина делает совершенно логичные и правильные шаги, пытается перетянуть инициативу к себе, сразу предлагая объявлять не 3-дневное, а 30-дневное перемирие. Но проблема тут в том, что Трамп более благосклонно относится к Путину и более негативно к Зеленскому. Поэтому Путин может спокойно игнорировать контрпредложение Зеленского по перемирию. Кто-то скажет, но ведь Путин использует перемирие для подвоза боеприпасов, перегруппировки сил, ротации, как это было во время пасхального перемирия. Но как и во время пасхального перемирия, никто не мешает и Украине тоже этим воспользоваться, что они тогда и сделали. Не знаю, многие ли из вас видели те кадры с беспилотника во время пасхального перемирия, на котором, как заявлено, российская и украинская эвакуационные группы пересекаются на поле и даже разговаривают друг с другом, параллельно каждый занимаясь поиском и эвакуацией тел своих погибших бойцов. Но, возможно, Зеленский уверен, что его переговоры с Трампом в Ватикане прошли настолько успешно, настолько хорошо удалось наладить отношения с американским президентом, что можно предложение Путина полностью проигнорировать. И при этом Путину не удастся реализовать эту подставу, обвинив потом Украину в недоговороспособности. Сейчас бесполезно гадать, в следующей сводке уже будет точно ясно, к чему все это пришло. И давайте как раз поговорим про отношения между Зеленским и Трампом и про тот самый оптимизм, который я упомянул в начале. Зеленскому и Трампу удалось поговорить тет-а-тет в Ватикане на похоронах Папы Римского. И как тут не уверовать в божественную силу, когда после этого мы увидели заметную смену позиции США. Вы все помните эту возмутительную ситуацию, когда вся военная помощь Америки, оказанная при Байдене, внезапно была объявлена украинским долгом, который следует вернуть. Причем следует вернуть на, прямо скажем, довольно кабальных условиях, по которым чуть ли не все месторождения полезных ископаемых в Украине так или иначе отходят от Америки. Да еще и суммы долга поначалу назывались астрономические – 300 миллиардов долларов. Позднее сумма была снижена до 100 миллиардов. А вот теперь в подписанном соглашении сказано, что американскими взносами в совместно американо-украинский фонд будет считаться только военная помощь, оказанная после подписания этой сделки. Тем самым мы вернулись в ситуацию, когда оказанная ранее Америкой военная помощь была именно что помощью, а не долговым займом, который надо вернуть. Плюс из текста следует, что как будто бы Америка будет поставлять новую военную помощь. И вот советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк говорит, что подписанное соглашение предусматривает поставки систем противовоздушной обороны Украине. Плюс вчера Зеленский говорил, что американским вкладом в совместный фонд будет военная помощь Америки на 30 миллиардов долларов, которая была одобрена еще при администрации Байдена, но была запланирована к поставке только на следующий год. Хотя непонятно, откуда взялась такая цифра, ведь, согласно публично доступным данным, всего с 2022 года по инициативе содействия украинской безопасности было расписано 33 миллиарда 200 миллионов долларов. И как-то не особо верится, что на 30 миллиардов до сих пор не поставлена помощь по этой инициативе. А по какому еще механизму администрация Байдена могла выделить помощь аж на 2026 год? Честно говоря, теряюсь в догадках. Короче, чудеса американской математики. Также на этой неделе появился ряд сообщений, связанных с американскими самолетами F-16. Сначала появились фотографии с аэродрома Туксон, находящегося недалеко от авиабазы Монтана в Аризоне. На фотографиях мы видим украинский самолет Ан-124, который загружает фюзеляжи самолетов F-16. Согласно заявлению пресс-секретаря воздушных сил США, это списанные самолеты, которые будут использоваться в качестве доноров запчастей, а также для обучения инженеров и, вероятно, в качестве ложных целей. В пятницу Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности, входящее в структуру Пентагона, опубликовало пресс-релиз об официальном утверждении Госдепом сделки с Украиной по продаже оборудования и запчастей для самолетов F-16 на сумму в 310 миллионов долларов. Видимо, вот эти аризонские F-16 и идут по этой сделке. То есть, опять-таки, это не помощь, это купля-продажа. Украина заплатила Америке за эти F-16. Это не первая такая сделка и явно не последняя. Когда в одной из давних сводок я тут возмущался, что Трамп остановил всю военную помощь Украине и даже те поставки, за которые Украина заплатила, тогда в список замороженных поставок входила ровно аналогичная сделка на сумму в 266,5 миллионов долларов. Самолеты F-16 очень дорогие в обслуживании, поэтому такие сделки с Америкой мы будем видеть периодически. Все это резко изменившиеся в лучшую для Украины сторону условия сделки по природным ископаемым, якобы новые обещания поставок военной помощи. Кстати, отмечу, что сами американцы пока об этом публично не говорили. Продажа запчастей для F-16. Слова Трампа журналистам, что Путин очень хитрый, явно не хочет заканчивать эту войну. Все это и породило в соцсетях такую волну оптимизма, что, удалось перетянуть США на свою сторону. Сейчас Трамп поставит оружие, сейчас Трамп надавит на Путина и так далее. Я бы пока не торопился с такими эмоциональными качелями. Давайте подождем. С Трампом надо быть очень осторожным.
он слишком переменчив. К слову, поскольку я живу в Америке, мне сейчас будет особенно любопытно, как Трамп все это будет объяснять здесь, внутри своей американской аудитории. Просто я помню, с каким посылом он педалировал всю эту тему здесь. Грубо говоря, его посыл был в том, что вот ты, мой избиратель из какой-нибудь Оклахомы, не можешь позволить себе просторное жилье, нормальный колледж для своих детей, качественную медицину, потому что налоговая тебя обдирает в три липки. А эти глупые предыдущие президенты типа Байдена и Обамы потом спускают сотни миллиардов вот лично твоих денег в трубу, отсылая их в Украину и не выигрывая войну при этом. А я, Дональд Трамп, сейчас добьюсь таких условий сделки, что смогу вернуть все обратно, все до цента, потраченное Байденом, вернуть тебе, мой дорогой избиратель. И вообще, мы больше ни цента наших бюджетных денег не потратим на спонсирование войны, которая идет где-то далеко за океаном от нас. Возвращаясь к теме самолетов, на этой неделе обе стороны потеряли по одному самолету. Украина потеряла Су-27 в ходе отражения очередной воздушной атаки. Пилот успел катапультироваться и выжил. Как именно был потерян самолет, неясно. Уже после признания воздушных сил Украины российская сторона решила взять ответственность на себя и заявила, что это они сбили украинский самолет. Но гораздо интереснее новости, появившиеся в пятницу. Почти полгода спустя после первой успешной атаки безэкипажных катеров, вооруженных ракетами класса «Воздух-воздух», ситуация повторилась. Напомню, что в новогодние праздники такой украинский безэкипажный катер Главного управления разведки Украины смог сбить 2 российских военных вертолета недалеко от Крыма. И вот в пятницу ГУР опубликовали видео сбития теперь уже боевого самолета Су-30, опять-таки с безэкипажного катера, вооруженного ракетами класса «Воздух-воздух». Помимо видео самого сбития, есть подтверждение потери самолета и от пророссийских ресурсов. Они же отмечают, что оба члена экипажа также смогли катапультироваться, после чего их подобрал из воды проходивший мимо сухогруз. Как и в случае новогоднего удара, здесь атака была комбинированной, выманивающей российскую авиацию в опасную зону. Сначала в 50 километрах от Новороссийска сгруппировали различные типы безэкипажных катеров. Те, которые взрываются при столкновении с целью, те, которые являются носителями FPV-дронов, и те, которые вооружены ракетами Р-73. Затем были запущены воздушные беспилотники с целями также в Новороссийске. И вот на отражение атаки воздушных беспилотников была привлечена морская авиация России. И вот она оказалась в опасной зоне, где по ней отработали уже морские беспилотники, вооруженные ракетами. На случай, если бы для отражения атаки с моря привлекались бы военные корабли, были готовы к действию обычные безэкипажные катера с взрывчаткой и катера с FPV-дронами, которые атаковали бы такие надводные цели. И еще одну новость отмечу. В Wall Street Journal появилась статья, в которой один высокопоставленный финский военный заявил, что на фронте не наблюдаются новые, свежепроизведенные танки Т-90М, что якобы они все отправляются на склады, а значит, таким образом Россия готовится к войне против европейских стран в недалеком будущем. И вот уже несколько журналистов на этой неделе спрашивали меня об этом. Коротко отвечу, что нет, это не так. Мы видим ровно обратно. Мы видим отправки свежепроизведенных Т-90М, видим их появление на фронте, и наоборот, не встречали ни одного признака, что что-то отправляется на склады. Подробнее об этом будет в нашем большом материале по производству Т-90М, который мы скоро опубликуем. Он уже дописан, просто сейчас редакторы вносят правки, так что ждите. Вот такие новости у нас были на этой неделе. Встретимся с вами в праздничные дни, в следующие выходные. До встречи и пока.